Всем привет! Сегодня будем мы с вами вязать такую вот кошечку. Вот такую вот маленькую кошечку. Я просто положила вам для сравнения кошечку, связанную пряжей плюшевой. Она вот такая вот получилась большая. Ой, я ее даже забыла померить вам. Сейчас я вам скажу, сколько она у меня получилась с высотой ушек. Она у меня получилась 47 сантиметров. Кошечка вот эта. Из плюшевой пряжи. Мы будем с вами вязать из пряжи другой. И кошечка у меня получается с другой пряжи 24,5 сантиметра. Будем вязать вот такую вот кошечку. Значит, какая пряжа для этого нам нужна? И что вообще нам для этой кошечки нужно подготовить? Для тела я беру такой цвет. Он у меня бежевый. Да? Больше похож на бежевый. Белый цвет для штанишек, носочек и окантовочки платья. И платье, ботиночки и бантик у меня будет коралловый, наверное, да? Это больше на коралловый цвет похож. Вот такие вот ниточки у нас будут сегодня использоваться для этой кошки. Значит, размер пряжи у меня такой. На 50 грамм 160 метров. Такая вот толщина. Ниточки 50 грамм 160 метров. Что еще нам для этого понадобится? Крючок номер 2,5. Вот. Ножницы. Глазки. Я взяла большие в этот раз. На плюшевой кошечке у меня маленькие глазки. Я решила посмотреть, как у меня будет с большими глазами выглядеть кошечка. Значит, у меня глазки 14 это миллиметров. 14 миллиметров глазки. Если у вас есть глазки, которые на клей сажаются, тоже подойдут. Пуговичка для платьюшки сзади, что мы пришьем. Вот такой вот цветочек, украшение приклеим на платье. Иголочка для сшивания. Вот. И я беру вот такие вот спицы у меня. Фиксирую, когда пришиваю голову, я спицами фиксирую голову, чтобы удобно было пришивать. Ну, если нет таких спиц, то булавочки вот такие вот подойдут. Вот. Ну, в принципе, собственно, и все, что нам нужно для вязания этой кошечки. Вяжем голову. У нас будет голова отдельно, туловище с ножками тоже будет отдельно, поэтому мы свяжем сначала голову. В кольцо амигуруми провяжем 6 столбиков без накида. Два, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Делаем прибавки в каждый столбик. Раз, два, 3, 4. В итоге у нас должно получиться 12 столбиков. Берем маркер. Третий ряд. Вяжем столбик, прибавка. Через раз. Делаем прибавки. Столбик, прибавка. И так повторяем 6 раз.
В кругу у нас 18 столбиков. В четвертом ряду у нас 2 столбика и прибавка. 2 столбика и прибавка. Значит, смотрите, мы вяжем круг, доходим до ряда 10, где у нас будет 8 столбиков и прибавка, и там встретимся. Я думаю, круг уже вы знаете, как вязать с прибавками. Вот. И встретимся в 10 ряду, где будет 8 столбиков и прибавка. Провязываем его. 10 ряд провязываем и встретимся там. Закончила 10 ряд, 8 столбиков и прибавка. Вот такой вот кружочек у нас получился. Напоминаю, что я вяжу прибавки со смещением. Вот. Дальше. С 11 по 17 ряд вяжем 60 столбиков без изменений. У нас в 10 ряду 60 столбиков. Вот. И вяжем с 11 по 17 без изменений. 18 ряд делаем убавку. 8 столбиков и убавка. Я вяжу сначала 4 столбика в начале. Делаю убавку. И дальше вяжу 8 столбиков. И убавка. Так до конца ряда. После последней убавки у меня останется 4 столбика. В конце 4 и в начале 4. В итоге 8 столбиков между убавками. Вяжем так до конца ряда. На этом этапе я решила вставить глазки, так как у меня глазки на безопасном креплении. Вот. Расстояние у нас будет такое. От начала ряда отсчитываем 14 рядов. Между 14 и 5 рядом будут у нас глазки на такой высоте. Так. И между глазками у меня 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. То есть в зависимости, какие глазки, да. Вот у меня они такие вот большеватые. И расстояние у меня, соответственно, 5 столбиков. Ну, я не знаю, там расстояние это может быть не особо тоже принципиально. Вот. Если будут поменьше глазки и расстояние будет такое, да, они будут казаться близко посаженными. Поэтому я думаю, что здесь варьироваться будет расстояние уже от вашего взгляда. Если как бы красиво вам так, значит ставите так глазки. Если считаете, что они сильно близко или далеко, то вы уже сами по своему вкусу фигурируете их расстояние между собой. Вот. Итак, 19 ряд. У нас убавка 7 столбиков и убавка. Привязываем 7 столбиков и убавка до конца ряда. Вот, по кругу 6 раз. 20 ряд, 6 столбиков и убавка. Вот, значит, 20 ряд, 21 ряд у нас 5 столбиков убавка, 22 ряд 4 столбика убавка и 23 ряд 3 столбика и убавка. Доходим до 23 ряда, делаем убавки и встречаемся там. Вот, 23 ряд закончили. Теперь наполняем голову холофайбером. Наполняем плотненько. Так, наполнили голову. Продолжаем делать убавку. В 24 ряду у нас 2 столбика.
2 столбика и убавка. Так, заканчиваем ряд. 2 столбика и убавка. Затем 25 ряд у нас будет столбик и убавка. И дополняем затем голову наполнителем. И заканчиваем 26 рядом 6 убавок подряд. И затягиваем ниточку. Так, я закончила 26 ряд, 6 убавок подряд. Ниточку отрезаю, вытягиваю. И за каждой полупетельки я проведу ниточку, пропущу. И просто стяну это все. Можно иголочкой. Так вот за каждой полупетли. 3, 4, 5, 6. Стягиваем. Вот. И что у нас получилось. Теперь мы эту ниточку спрячем. Сначала сделаем небольшой узелок вот здесь один. И спрячем. Вот. Голова пока на этом этапе у нас готова. Дальше будем вязать ушки. Ушки вяжем так. В кольцо набираем 5 столбиков без накида. Два, 3, 4, 5. Затягиваем. Так, дальше. Второй ряд. Провязываем 5 столбиков без изменения. В каждый столбик по одному столбику. Следующий ряд делаем 5 прибавок. В кругу у нас получится теперь 10 столбиков. Делаем прибавки в каждый столбик. Не забывайте ниточку в начале, которая у нас, фиксировать, чтобы наше колечко не распустилось. По ходу вязания фиксируйте ее, пока вы можете достать, потому что бывает у нас игрушки вяжутся маленькими такими детальками, что мы потом не можем дотянуться до этой ниточки, чтобы ее зафиксировать. Провязали мы прибавки. Теперь столбик и прибавка. Вяжем столбик, прибавка. Вот, и так повторяем по кругу 5 раз. Столбик, прибавка. И в итоге у нас в кругу 15 столбиков. 15 ряд вяжем без изменений. 15 столбиков по кругу. Последний ряд, 6-й у нас. 4 столбика и прибавка. Повторяем 3 раза. И в кругу у нас 18 столбиков. 4 столбика и прибавка. Заканчиваем вязание, провязав 2 соединительных столбика, чтобы сравнять ряд наш. Вот, затягиваем и отрезаем ниточку, такую длинную, для сшивания. Аналогично этой ушку вяжем еще второе ушко. Вот такие вот ушки должны получиться. Теперь вяжем веки.
веки вяжем крючком поменьше. Я взяла двоечку. Итак, 3 воздушные петли набираем. Во вторую от крючка провязываем 3 столбика без накида. Раз, 2, 3. И в следующую петлю 3 столбика без накида. 2, 3. Вот, ниточку закрепляем. Вот такое веко у нас получится. Оставим ниточку для сшивания. Вот. Вяжем еще одно веко такое. Вот такой вот получается у нас. Второе вяжем аналогичным способом. Продолжаем вязать детали. Теперь вяжем руку. Итак, в кольцо набираем 6 столбиков без накида. Все остальное я вяжу крючком номер 2,5. Вот, продолжаем, значит, вязать. Делаем прибавки в каждый столбик. 6 прибавок, у нас получается 12 столбиков в ряду. Дальше третий ряд мы делаем прибавку через столбик. В 4-м ряду делаем прибавку через 2 столбика. Сделаем эти 2 ряда и встретимся в 5-м ряду. Провязали прибавки. В 4-м ряду у нас 24 столбика. Теперь 5-й и 6-й ряд вяжем без изменений. 24 столбика в ряду. Провязываем так 2 ряда и встречаемся в 7-м ряду. 7-й ряд. В 7-м ряду делаем убавку. Убавки делаем, значит, сначала делаем убавку в начале ряда. Провязываем 10 столбиков. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И делаем вторую убавку. И провязываем оставшиеся 10 столбиков. В 8-м ряду делаем убавку и провязываем 9 рядов, 9 столбиков и делаем вторую убавку. Делаем в начале ряда убавку, затем провязываем 9 столбиков, делаем вторую убавку и провязываем еще 9 столбиков. Заканчиваем ряд. Продолжаем делать убавки. 9-й ряд. Делаем убавку в начале ряда, затем провязываем 8 столбиков, делаем вторую убавку и провязываем оставшиеся 8 столбиков. 10-й ряд. Делаем убавку в начале ряда, провязываем 4 столбика и убавка, повторяем так 3 раза. 3 убавки подряд, вернее 3 убавки у нас получится. Между убавками 4 столбика. Вот первая убавка,
Вяжем 4 столбика. Вторая убавка. Раз, два, три, 4. Третья убавка. И последние. Повторяем так 3 раза, да? И последние 4 столбика оставшиеся провязываем. Вот. 3 убавки мы сделали. В 11 ряду также у нас будет 3 убавки. Вначале делаем убавку. Теперь провязываем 3 столбика. Между убавками у нас будет 3 столбика. Раз, два, 3. Делаем убавку вторую. Раз, два, 3. И третья убавка. Последние 3 столбика. Теперь с 12 по 26 ряд мы провяжем, у нас тут в кругу осталось 12 столбиков, эти 12 столбиков мы вяжем без изменений с 12 по 26 ряд. И параллельно, пока мы вяжем, наполняем только ладошку. У нас вот это вот будет имитация ладошки, поэтому мы наполнителем наполняем только ладошку и дальше вывязываем до 26 ряда без изменений. Провязала 26 рядов. 27 ряд наполнила ладошку только, нижнюю часть. В 27 ряду у нас убавка. Значит, убавки провязываем. Убавка 2 столбика. Так повторяем 3 раза. Убавка 2 столбика, это второй раз. И убавка 2 столбика, третий раз. Все, мы закончили вязать руку. Теперь мы складываем пополам и провязываем 3 столбика. Вот так вот сложили пополам и провязали, соединив 2 половиночки столбиками без накида. Раз, два, 3, ну можно 4, 4-й раз вот здесь вот как раз. Все, делаем соединительную петельку, отрезаем ниточку для сшивания, вытягиваем. Вот ручка у нас готова, вяжем вторую ручку аналогично этой. Так, следующая у нас деталька — это хвостик. В кольцо провязываем 5 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5. Затягиваем. Теперь делаем 5 прибавок. Получаем в итоге 10 столбиков без накида. Вот и теперь с 3-го ряда по 32 ряд мы вяжем высоту, хвостик наш 10 столбиков в ряду.
по кругу. Вот, с 3 по 32 ряд вяжем хвостик без изменений. Закончила я вязать хвостик. Осталось только соединить соединительную петельку, сделать и отрезать для сшивания. Кончик подлиннее.